Всем привет! Сегодня у нас тема каре. Вот смотрите наши волосы. Мы с вами смотрим шейку, прощупываем сразу голову. Мы разглядываем с вами рост волос у лица. Челка нам в принципе неплохо, но длинная. А тогда мы думаем по поводу углов здесь. Короткая стрижка боб. Плотно прижимаем и дорабатываем. Угол градуировки мы задаем всегда сами. Так, вот она контрольная точка. И отрезаем. Во своей контрольной точке я вижу. Вот она моя линия. Переходим в центр. Не свожу с нижней линии. Разделила пополам. Перешла к следующей. Точки своей контрольные я вижу. И стригаю в стрижку. На одну линию. Вот они. Я просто методом поинтинг их просто прорабатываю. Натянула волосы параллельно полу. Так, чтобы я продолжила линию. И две контрольные точки соединяю. Последнюю прядь подтянула по прямой. Отделила следующий блок. Перешла за прядью. Последний. Подтягиваю. Проверяем через натяжение. Продолжаю. Не забывайте касательное. Перевожу в диагональ. Точки свои контрольные я вижу. Соединяю. На противоположную сторону переходим в диагональ. По диагонали взяла. Натянула по касательной. Рабочая видна, поэтому простригаю по ней. И опять же дорабатываем методом поинтинг. Легкое удлинение, то есть небольшой наклон. Параллельно нашему рабочему пробору мы с вами проверяем длину. Помните, у нас немножко пробор под наклоном. Мы с вами берем по диагонали прядь. Берем наш контрольный блок, который на затылочной зоне за ухом, который я вам показала. Натягиваем. Вот она наша контрольная линия. Мы вводим нашу прядь. Мы с вами видим нашу контрольную и отрезаем. Вот она. И я ввожу в стрижку свой висок. Соединяю. Всю вот эту зону я подтягиваю. У меня вошла, поэтому мне здесь отрезать в принципе нечего больше. Контрольная линия и ввожу прядь. То есть именно по касательной. Если у вас будет обнимать, то, конечно же, у вас не получится правильного угла. С противоположной стороны повторяем. Я уже простригла и встригаю в нее. Треугольничек. Его нам надо с вами убрать. Видим, где у нас наша линия распада. Определяем длину и убираем. Вот это контрольная точка, а вот она наша длина. Поэтому мы натягиваем все 0. Ищем нашу контрольную точку, вот она и наша длина. И соединяем. Проверяем нашу длину. И у нас здесь должен получиться угол. Видите, он у меня получился как раз очень ровненький, хорошенький. Но если у вас что-то не получилось, вы вот таким вот образом его дострижете. Ну, смотрите, у нас уже вроде как даже ничего симпатично получилось. Видите, без зеркала, и то вижу, что красотка, да? Вот. А теперь давайте мы с вами будем дорабатывать. Поэтому мы сейчас будем вот эту линию все-таки смягчать. Размываем линию нашу. У меня теперь линия становится гораздо легче внизу. И вот этот хвостик мы с вами сейчас уберем. Мы углубляем ножницы где-то миллиметра на 3-5 всего лишь. И только размываем сам срез. Вот смотрите, какой у нас получился. Да, у нас никакого здесь укладочного средства вообще просто нет. Видите? Давайте я сейчас раздену. Так, вот мы теперь со всех сторон будем смотреть на нашу Лидию. Лидия, потряси, пожалуйста, головой, чтобы видно было, как они распадаются. Ага, так. И давайте вернемся к затылку, посмотрим, как лежит он. Видите, какой достаточно объемный у нас получился затылок. И все это живое. Угу. Удивительно.
мои тонкие волосы, чтобы они так лежали, без укладки и без всего. Это какое-то вообще просто волшебно. Очень классно. Это просто невероятно. Как будто это не мое. Серьезно. Такой удачной стрижки у меня еще не было. Никогда. Это классно.